Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как я готовлю синнабоны. Булочки получаются очень вкусные, мягкие, много рецептов, но вот этот мне нравится больше всех. Я вот расскажу, как его приготовить. Для начала я беру грамм 50 теплой воды. Нужно будет проверить схожесть дрожжей. Чайную ложку сахара, чайную ложку муки и всыпаю дрожжи в стакан. Перемешиваю. Все комочки нужно разбить, чтобы они были схожие. Все, ждем, когда подымутся дрожжи. Это буквально минуты 2-3. Ну вот, дрожжи подошли. Сюда я затратила пакетик дрожжей. 11 грамм у меня. Выкладываем дрожжи в миску. Итак, начнем. Значит, для теста нам понадобились дрожжи, которые мы проверили на схожесть. 1 упаковка. Далее теплое молоко 300 миллилитров. Сахар 100 грамм, соль 1 чайная ложка, 2 яйца, все это перемешиваем. И сюда же добавляю сливочное масло растопленное 80 миллилитров. Все тоже смешиваю. Так, далее я буду сюда добавлять муку. Муки нам понадобится 550 грамм. Ее нужно частями добавлять и немножечко просеять. Она будет воздушная. Небольшие порции добавляем и чуть-чуть смешиваем. Все, остатки муки просеяли и замешивайте тесто. Тесто я замесила. Для подсыпки еще сделала примерно 100 грамм муки, потому что мука такая низкая, клейковина, была жидковата. Вот еще 100 грамм. То есть там уже посмотрите по консистенции, насколько будет у вас жидкое тесто. Если будет такое плотненькое, то добавлять муки не надо, 550 грамм хватит. Если будет жидковатое, то грамм 100 еще можно будет добавить. Это не страшно. Все, оставляем его на час. Тесто подошло, теперь его нужно раскатать. Извлекаем тесто из формы. Чуть-чуть присыпаем мукой. И раскатываем тесто. Нужно раскатать тесто, чтобы получился прямоугольник. Вот так тесто раскатали. Теперь тесто нужно смазать сливочным маслом. Масло 50 грамм.
Далее нужно взять сахар, смешать с корицей. 4 столовых ложки сахара мы смешиваем с пачкой корицы. Кто корицу не любит, ну можно без корицы, конечно, с маком сделать. И все это посыпаем на тесто равномерно. Далее скручиваем тесто в рулет как можно плотнее. Скрутили в рулет. Форму я смазываю сливочным маслом. Немножечко смазали. И тесто делим пополам. И нарезаем вот такими штучками. Выкладываем наши синнабоны не слишком близко. Должно быть расстояние. Потому что они сейчас будут еще растаиваться, они еще поднимутся в размере, увеличатся. Синнабоны уложили в форму и даем еще отдохнуть 30 минут. Синнабоны наши готовы. Они постояли 30 минут. Стали вот пышные. Теперь ставлю в духовку разогретую на 180 градусов на 25 минут. Пока пекутся наши синнабоны, я делаю крем. Для крема я беру творожный крем-чиз 300 грамм. И смешиваю его с банкой сгущенки. Соединили крем-чиз и сгущенку. И сюда еще вливаем молоко 50 миллилитров. И все это пробиваем блендером. Все, 25 минут прошло, булочки готовы. Теперь им нужно маленечко отдохнуть, остыть, и потом будем поливать их кремом. Синнабоны немножечко отдохнули, прям буквально 3 минутки. Все, заливаем кремом. Все, булочки наши синнабоны готовы. Посмотрите, какие они красивые, пышные получились и очень вкусные. Пробуйте. У всех, я думаю, получится. Рецепт настолько подробный, что сможет приготовить любая хозяйка, даже начинающая. Подписывайтесь, чтобы не потерять рецепт. У нас будет еще очень много интересных рецептов. Пробуйте. Всем пока!